Hello, Jin. Hi. Good morning. Good morning from Dubai. Good morning. Доброе утро из Дубая, Джин говорит. Okay, so what do we do today? How are you? Yes, so today we're talking about Alла Pugacheva, who I believe is Russia's most famous singer from the last 20 years. Мы поговорим сегодня о карте Аллы Пугачевой. Я думаю, что она известная, одна из самых известных, наверное, певиц в России за последние 20 лет. Но я думаю, мне кажется, за 40 уже лет. I think 40 years. 40 years, okay, wow. And she has been married 5 times. И она была замужем 5 раз. So I'm sure all the students are curious to know why she has been married 5 times. И я думаю, что многим из вас будет интересно, почему же она все-таки 5 раз выходила замуж. And now we will look. So today we will look at the charts of the last 2 husbands of hers, which is Filippa Kirkorova and then her latest husband, who is Maxima Галкин. And they are both, I believe, younger than her. И сегодня мы посмотрим на двух ее мужей, Киркорова и Галкина, и я верю в то, что оба из них гораздо старше ее. Mm-hmm. So I was going to say so let's call up the chart of Alла Pugacheva and her 4th husband, Filippa Kirkorova, who I believe is a Bulgarian, Armenian, Russian singer. И давайте тогда сейчас посмотрим на пару карт Аллы Пугачевой и ее 4-го мужа Филиппа Киркорова, который является Bulgarian, who else? Armenian. Yeah, he's Armenian blood, I believe. Да, у него там и армянская кровь, и болгарская кровь вот этого певца. Okay, so here we go. All right, so Alла Pugacheva is the woman who is on the left side. She is born on the 15th of April, 1949. So Alла Pugacheva is 72 years old this year. Итак, мы сначала смотрим на карту Аллы Пугачевой. Вот это ее карта без часа. Здесь еще должен быть час, но час мы не знаем. Она родилась 15 апреля 49 года, и в этом году ей исполняется 72 года. Okay, and on the other side is Filippa Kirkorova, her 4th husband, who is born on April 30th, 1967. Ну, а здесь справа у нас находится карта Филиппа Киркорова, который родился 13 апреля 1967 года. Час мы тоже не знаем, здесь должен быть час. Okay, so let's look at Alла Pugacheva's chart first. She is born in the Yin Wood Pig Day, in the Yang Earth Dragon month, in the Yin Earth Ox year. Ну и давайте сначала посмотрим на карту Аллы Пугачевой. Она родилась в день инь дерева на свинье, в месяц Ян земли на драконе и в год инь земли на быке. So the Yin Wood Pig Day is one of the 10 smart days. Ну и родилась она в такой день, который относится к группе 10 умных. Okay, so but looking at her chart, there are no combinations in her branches. Но если посмотреть на ее карту, у нее нет никаких комбинаций в земных ветвях. But what is very clear from her chart is that there is 4 earth stems and branches. Yang earth in the month, yin earth in the year, and dragon and dog in the branches. Dragon and ox. Но то, что очень даже ясно из ее карты, что в ее карте находятся 4 элемента, 2 небесных ствола и 2 земных ветви, которые относятся к элементу земли. То есть это ян земля, инь земля, дракон и бык. So the most prominent element in Alла Pugacheva's chart is earth. So earth to a wood day master is wealth. So she has what we call a follow wealth chart.
Ну и самый такой постоянный элемент в карте Аллы Пугачевой – это элемент Земли. И Земля относительно мастера дня дерева – это будет элемент деньги. Поэтому ее карта называется карта следования за деньгами. So her useful elements are, number one is earth, number two is fire, because fire produces earth. The worst element for her is wood, because wood attacks earth. And number four for her is water, because water attacks fire. So, and number three is metal. На первом месте для нее будет стоять элемент Земли, на втором месте будет стоять элемент огня, на пятом месте будет находиться дерево, которое будет нападать на главный элемент карты, на четвертом тоже неблагоприятно будет стоять вода, которая будет тушить огонь, ну и металл остается на третьем месте. So Alла Пугачева should find a man who has earth and fire to help her. И для того, чтобы она была счастлива, ей, в общем-то, нужно найти мужчину, у которого есть земля и огонь. The problem with Alла Pugacheva's chart is that within the peak in her day branch, there is no earth. Rather, in the peak in her day branch, there is wood, yang wood, which is a hidden element, and that is her rival. And yang wood also attacks the earth. So that's why for her marriages, relationships, marriages, love marriages are not easy because of this situation. Ну и давайте посмотрим на ее дом брака. Вот здесь вот в свинье содержится элемент дерева, то есть сидит конкурент. И этот конкурент нападает, в общем-то, на остальной элемент карты, на землю. Поэтому супружество всегда у Аллы Пугачевой будет связано с какими-то проблемами. So the problem, the situation for Alла Пугачева is that the house or spouse contains a negative element, which means that her relationships will be challenging. Ну и называется это так, что дом брака содержит неблагоприятный элемент, поэтому отношения всегда будут такими, трудными. Okay. So looking at Филиппа Киркорова chart, А если мы посмотрим на карту Филиппа Киркорова, he has, we look at it relative to Alла Пугачева first. ну давайте мы будем смотреть на его карту как бы через призму Аллы Пугачевой. So he has a dragon and a sheep in his chart, which are earth elements, which can explain why Alла Пугачева was attracted to him. Итак, в его карте мы находим дракона и мы находим козу, которые являются земляными животными, и мы можем понять, почему Алла Пугачева была привлечена к нему, да, то есть что ей понравилось в Филиппе. Okay. Okay, just hold that thought for a while. Well, let's look at Филиппа Киркорова chart. Ну и сейчас мы вот это вот как бы удержали у себя в уме, да, подумали об этом. А теперь посмотрим отдельно на карту Киркорова. So with Филиппа Киркоров's chart, he's a Yang Wood Rat Day in the Yang Wood Dragon month in the Yin Fire Sheep year. His birthday is April 30th, 1967. Итак, Филипп родился в день Ян-дерева на крысе, в месяц Ян-дерева на драконе и в год имя огня на козе 30 апреля 1967 года. So there is a combination in Филиппа Киркоров's chart between the rat and the dragon. И в карте Киркорова есть такая комбинация между крысой и драконом. So rat and dragon form water. И вот этот крыса и дракон, эта комбинация, она формирует воду. So the most prominent element in Филиппа Киркоров's chart is actually water. Ну и получается, что самый постоянный элемент в карте Киркорова – это вода. So water produces wood, so it's the resource element. И так как вода поддерживает дерево, то для мастера дня Ян-дерева поток воды – это ресурс. So this means that it is a follow resource chart. И означает это, что его карта следования за ресурсом. The useful elements for Филиппа Киркорова are water and metal. И полезные элементы для Филиппа Киркорова – это вода и металл. So you can see that
Филиппа Киркоров's useful elements don't really match with Аллы Пугачева's useful elements. Ну и как вы, может быть, уже помните, их полезные элементы не очень сходятся у Аллы и у Филиппа. And then the other thing about Филиппа Киркоров's chart is that he can use the dragon from Аллы Пугачева's month branch to make more water. Ну и то, что можно еще сказать, что он может использовать дракона Аллы Пугачевой, который вот здесь вот находится, для того, чтобы поддержать свою воду, усилить свою комбинацию воды. But the problem is his dragon, because of the water combination in his chart, is water rather than earth, so it doesn't really help Аллы Пугачева. Но из-за того, что вот этот дракон его в комбинации с крысой дает поток воды, получается, что Алле уже не так интересно, потому что земли-то особо там и нет. And then the sheep in Филиппа Киркоров's chart year combines with Аллы Пугачева's pig in the day to form dominant wood, which is also not her useful elements. Ну и вот эта коза, которая находится в году у Киркорова, она комбинируется со свиньей в доме брака у Аллы Пугачевой и создает дерево, которое является неблагоприятным элементом для Аллы. So it's not a good match. Так что не очень они подходят друг другу. Аллы Пугачева married Филиппа Киркорова when he was 27, when he was in the Tiger Luck cycle. Итак, Алла Пугачева вышла замуж за Киркорова, когда he was 27. Yeah, he was 1994. Ага. В 94 году, когда ему было 27 лет, и он находился в жизненном цикле тигра. So you can see that the relationship is actually based on the luck cycle. Ну и вы можете увидеть таким образом, что их отношения, они основывались именно на жизненном цикле, да, то есть вот на том, что ей просто нравился его жизненный цикл, в котором он был. Because the Tiger Luck cycle contains fire, which is Аллы Пугачева's useful element. Потому что в тигре, в жизненном цикле Филиппа Киркорова в тигре, там находится огонь, который нравится Алле Пугачевой. And looking at Аллы Пугачева's chart, when she married him, she was 45. So she was in the monkey luck cycle. А когда она вышла за него замуж, она находилась вот здесь вот в 42 в жизненном цикле обезьяны. And the monkey completed the three harmony water combination in Филиппа Киркоров's chart. Ну и вот эта вот обезьяна, она как бы дополняла до полного треугольника комбинацию Киркорова. То есть Киркорову тоже нравилась удача. So this marriage was based on luck cycle. Поэтому этот брак был основан на жизненных циклах. Okay. All right, then let's move on to the current husband, Максим Галкин. Ну и давайте теперь передвинемся к следующей паре, Максим Галкин и Алла Пугачева. So Алла Пугачева, as we discussed, is follow earth. Number one is earth, number two is fire. She's following wealth, earth chart. И давайте, как мы уже говорили о том, что Алла Пугачева, она следует за землей, за богатством, поэтому вот это вот все земля, поэтому для нее на первом месте будет земля, на втором месте будет огонь из полезных элементов. So let's look at Максим Галкин. Максим Галкин is born on June 18, 1976. Ну, а теперь давайте посмотрим на карту Максима. Он родился 18 июня 1976 года. He's born on the Yin Metal Ox Day in the Yang Wood Horse Month in the Yang Fire Dragon year. И он родился в день инь металла на быке, в месяц Ян дерева на лошади и в год Ян огня на драконе. So there is no combinations in the branches of Максим Галкин's chart, but there are two earth branches in the ox and the dragon. И у Максима нету комбинаций в земных ветвях, но мы видим здесь две земляные ветви, дракон и бык.
And also in Maxime Galkin's chart, he's a yin metal day master. So the most prominent element is earth. So earth to metal is resource. So Maxime Galkin has a follow resource chart. И если мы посмотрим, какой у него мастер дня и металл, соответственно, и металл у нас получает поток Земли, то есть он получает поддержку от этой Земли, получается, что карта называется «Следование за самовыражением». Ой, следование за ресурсом. So the first useful element for Maxime Galkin is earth. И на первом месте у Максима Галкина будет стоять элемент Земли. The second useful element for him is fire. На втором месте будет стоять элемент огня. And then the worst element for him is metal. И самый плохой элемент для него это металл. Because it's a competitor, and number 4 would be wood. Ну, на пятом месте конкурент металла, на четвертом будет дерево. So there is no water combination in Maxime Galkin's chart. So his dragon is earth. And you can see that both Alла Пугачева and Maxime Galkin are using earth. Ну и вы можете увидеть здесь, что у Максима нет никаких комбинаций с драконом воды, поэтому его дракон относится именно к элементу земли. И с этой точки зрения они больше сочетают скалы, потому что у них полезный элемент. So this is a much better pairing. So they both partners use each other's useful elements. То есть это вот более такая подходящая партнерка, потому что оба партнера используют элемент земли. And if you're looking at the luck cycles now, Maxime Galkin is going through a dog luck cycle, which is also earth luck cycle. And before that, he was a yang earth luck cycle. So this indicates that both the chart and the luck cycle match with his wife. Ну и если мы посмотрим, где он сейчас, в каком жизненном цикле, он находится в жизненном цикле собаки, это тоже Земля. И до этого, вот с 36 лет, он тоже находился в жизненном цикле Земли. Поэтому, собственно, все это подходит Алле. То есть и его карты, и его жизненные циклы ей нравятся. So yes, any more questions? So basically, Maxime Galkin is a much better match for Alла Пугачева than Филиппа Киркорова was to her. Ну и по сути своей получается, что Максим Галкин гораздо лучше подходит Пугачевой, чем Киркоров. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите сейчас. Вы можете писать в чат Зума или сюда в Инстаграм. Мы сейчас готовы ответить на все ваши вопросы. Any questions? Есть еще вопросы какие-то? Пишите. Any thoughts about the future, about the next week? Well, I don't know whether any Russian students have any suggestions. Of course, right now, Prince Harry and Meghan are in the news, so I'm sure there'll be some people who are curious about that, but I'm happy to go through the questions of any suggestions of Russian people. If there are no suggestions, then I'm happy to do Prince Harry since he's in the news now. Ну, не знаю, как там у вас, у русских, есть ли какие-то предложения насчет следующей недели, каких-то ваших знаменитостей. Сейчас в новостях у нас Меган и принц Гарри, поэтому если вы не против, поддержите, то на следующей неделе посмотрим их карты. We have one question. Yes. Добрый день, а собака в тракте Максима с лошадью огонь не дадут на период. I will switch on the demonstration. The question from Anastasia Matvievskaya about Maxime's chart and about the spirit of the dog. Will it make the fire combination with the horse? Yes, it does make the fire combination with the horse, but it's both a useful element for Maxime and Alла. Да, собака будет сливаться с лошадью, создавая комбинацию огня, но это также полезный элемент
который полезен и Алле Пугачевой, и Галкиной. Yes, people say that Harry is interesting. Yeah. Я сейчас по-русски сначала озвучу. Возможно ли узнать у них настоящий брак или партнерство? Добрый день, очень интересно, спасибо, период жизни, смотрим по такту. Okay, Jin. So the one question is it possible to find out if they have the real marriage or it's just a partnership? Regardless whether it's a real marriage or a partnership, the fact is that they are compatible with each other. So we can also use this approach to check out whether somebody is suitable as a business partner or as a friend. Независимо от того, что у них там на самом деле происходит, реально ли это брак или это просто какое-то партнерство, такой подход в системе бацзы мы можем использовать для того, чтобы посмотреть на своих партнеров в бизнесе, на друзей, вообще на отношения, то есть не только на пары. В данном случае они совместимы, то есть они могли бы быть хороши и в качестве друзей, и в качестве каких-то бизнес-партнеров. Период жизни смотрим по такту. So the life cycle, we look at the life cycle, right? Yes, yes. Да, смотрим по такту. Отлично, благодарю. Thank you very much. If there are some... Ребят, если есть еще вопросы, то я уже вам начинаю по-английски говорить, то, пожалуйста, спрашивайте еще. Пока у нас есть еще пару минут. Или какие-то идеи для следующей недели. Пожалуйста. Так, чат мы уже посмотрели, да. So it looks like no questions because it was very obvious and very interesting how you put it. Yeah, very clear. Thank you very much. Okay, so thank you everybody for viewing, and we'll see you same time next week. We talk about Prince Harry and Meghan. Спасибо, что вы пришли, спасибо, что получается, что посмотрели сегодня. На следующей неделе у нас тогда будет тема будет принц Гарри и Меган. Будем рассматривать их карты. And there is one more question. Yes. Это что есть партнеры по жизни, а есть по такту жизни. So it looks like sometimes you find the partner or the friend which is good for you the whole life, and some of them only for the short period of life cycle. Yep, that's life. You know, it's like having friends for a season or having friends forever. Да, это так. Получается, что бывают такие друзья, которые на один сезон, а бывают те, которые на всю жизнь. То есть это жизнь, так в жизни происходит. Окей. Yep. Yeah, there is Yulia Antana. Yulia from, okay. Okay, so thank you very much. Welcome. Пожалуйста, кто там? Анастасия, спасибо, писала. Okay, Jin, so then we can... Yes, I have some questions to ask you about the bацзы calculator, so we'll hang on to that. And yes, I got a question on my phone about the bацzы calculator, but Tatiana, Anastasia, and Ilona are here. Okay, so we stop the... yes, the Instagram, and we see everybody next week for Prince Harry and Meghan. Всем спасибо большое, и увидимся на следующей неделе. The last question, is it possible to see in a chart the partner for the whole life? Можно ли увидеть в карте партнера на всю жизнь? Конечно, да, можно. Yeah, but then the problem is love is a very personal thing, and some people, even if their charts match, but you're not feeling it.
Or sometimes somebody comes to you with a chart that doesn't match with them, but with the luck cycle, they are crazy about this person. So, you know, we are looking at charts as one thing, but dealing with people is another reason, especially when it comes to love. People are, women especially, and men too, are so emotional about it. На самом деле, когда дело касается любви, так как любовь это очень такое персональное чувство, очень личное чувство, бывает, что карты очень хорошо совместимы, но по какой-то причине люди не чувствуют вот этой искры между друг другом. А бывает, что их держит друг с дружкой только жизненный цикл, а они просто с ума сходят друг по другу, да, у них просто крышу сносит от этих отношений. Поэтому, когда дело касается любви и эмоций, люди ведут себя как женщины, да, потому что женщины, они именно такие, они очень эмоциональные и очень, ну, как бы впадают, да, вот в эти переживания, в эти эмоции. Спасибо всем большое, тогда увидимся на следующей неделе в то же время, в 10 утра, будем смотреть «Принца Гарри» и Мэгги. Окей, Джин, I say, Oh, right? Instagram to them, Yes. yes. Ребята, кто у нас Bye-bye. Да, можете отключаться уже от Zoom. Все, I will have to first finish here on Instagram. Yep, no problem. Окей, Джин. Yep. Так, Татьяна и Илона, можете отключаться. У нас уже все закончилось. Нам просто с Джином еще немножко надо поговорить, поэтому мы здесь... I recognize Anastasia. There was another lady called Olga. Who was that? I don't know. Olga Varaksava. I have no idea. Let me check the Jinpei in Facebook group then. I've seen that name before. And then Tatiana, which Tatiana is this? This Tatiana, I think it's I don't know which Tatiana. Maybe Dilijanova. Dilijanova. Okay, say hello. So hello, Tatiana. Bye-bye. Okay. Oh, that's yes now.